Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами магазин Мир Модели, меня зовут Виктор. Данный видеообзор у нас посвящен такой интересной модели Brick Mercury 72 масштаба от компании Escadra. Escadra — это дочерняя фирма Microdesign, это их первая модель, выпущенная. До этого занимались фототравлением. Достаточно известна компания среди пластикового моделизма. Данная модель выпускается в двух комплектациях. Простая эконом и расширенная. В процессе обзора мы покажем, в чем отличие. Кроме Escadra, Brick Mercury выпускает компания Amati, итальянская фирма, но в 64-м масштабе. В данном видеообзоре мы постараемся немножко сравнить ключевые основные моменты различия и сходства данной модели. Историческую справку мы затрагивать не будем. Все желающие могут посмотреть подробный видеообзор на аматийский модель. Ссылка будет дана в описании. Приступим к рассмотрению коробки Brick Mercury. Будем рассматривать его на расширенной версии, поскольку увеличены были комплектации. Верхняя часть выполнена из тонкого картона с красивой типографией, на которой имеются основные фотографические элементы корабля. И присутствует историческая справка. Также все модели опломбированы, но по необходимости мы вынуждены были одну коробку скрыть. После снятия внешнего колпака у нас остается плотная картонная коробка. Давайте рассмотрим содержимое. Первое, что мы увидим, открыв коробку, это чертеж модели, выполнена один к одному. Модель выглядит достаточно внушительно. Далее у нас идет фотоинструкция, пошаговая фотоинструкция по сборке корпуса корабля. Должен сразу заметить, что все детали выполнены лазерной резкой, и интересная особенность — это вот этот элемент, инструмент для очерчивания ватерлинии. Для людей, у которых такого нету, будет приятный бонус. Далее у нас идет толстенная инструкция по постройке рэнгоута, такелажа и паруса. Первое отличие с Amati. У них все дано в чертежах, и присутствует небольшая инструкция на двух языках: английский и итальянский. Остальное все дано в чертежах, и прежде чем вы будете собирать всю модель, вам придется обложиться бумажками. Что же в этой инструкции мы сразу видим? Это чертежи деталей, которые идут в комплекте, с полной разнумеровкой и подробной. Далее идет инструкция по сборке рэнгоута. Здесь все дано очень четко и подробно. Все размеры выведены один к одному, и инструкцию можно использовать как шаблон. Инструкция очень толстая. Дальше у нас идет инструкция по такелажу, по разнесению такелажа. Все четко, подробно прописано, что, зачем и какие узлы вязать. В Amati это все надо смотреть по чертежам. А завершает данную инструкцию раскроя парусов, так как здесь дана ткань для парусов, и вам надо будет все это шить и раскроить. Аматийская же модель идет у нас в приготовленном состоянии, и паруса там не предусмотрены. Далее мы увидим нитки для такелажа и кусок проволоки. Далее у нас следует интересная деталь. Вначале она служит у нас кондуктором для сборки всего каркаса, а в дальнейшем она у нас становится нижней палубы. Ну, соответственно, следом идут детали корпуса. И на самом большом литнике у нас присутствуют элементы подставки. Один элемент, второй элемент и перемычки между ними. Все вырезано достаточно четко, качественно. Дальше у нас идут элементы черновой палубы, обшивка палубы. Обшивка выполнена на тоненьком шпоне. Основные элементы выполнены в фанере толщиной 4-2 мм.
Следом. Детали все очень хрупкие, нежные. Следом у нас идут элементы чистовой обшивки и черновая обшивка с черновым фальшбортом. Фальшборд надо будет обклеить с двух сторон вот такими вот элементами. Вся чистовая отделка выполнена грушевым шпоном 0,5. Так, далее круглые заготовки для рингоута, ткань для парусов. Далее у нас идут флаги, выполнены на тканевой основе. Ну и с обратной стороны элементы фототравления. Еще упаковочка фототравления. Как я и говорил, данная фирма, это дочерняя фирма Микродизайн, у которой основной профиль – это элементы фототравления. Поэтому выполнены они на очень высоком уровне. Инструмент для очерчивания ватерлинии и остальные мелкие элементы для постройки корабля, как черновых элементов, так уже и внешних. Данные элементы, судя по всему, выполнены из ореха. То есть мы здесь встретим три типа дерева: груша, орех и липа и фанера. Далее у нас идет фототравление медной обшивки. Микродизайн продает их отдельно, и это одна из основных отличительных черт расширенного набора и начинающего. У компании Amati это выполнено в меди. Компания Эскадра выполняет это все в латуни. И здесь более толстый и жесткий металл. Не забываем, что аматиевская модель выполнена в масштабе 1,64, а эскадровская модель выполнена 1,72. Ну, по медным пластинам это можно даже немножко заметить. Далее у нас идут шлюпки. Ял четырехвесельный, кормовой. Он идет как в расширенном наборе, так и в упрощенном. А вот надпалубные 8-весельный ял и 6-весельный в бюджетной версии не идут. Кстати, у Amati присутствует в комплекте всего две надпалубные лодки. Кормовая лодка у них отсутствует. Далее у нас идет контейнер с мелкими элементами для постройки корабля. Блоки, юферсы, нагеля, макеты пушек, выполненные в латуни. Особое внимание хотелось бы уделить фигурке, насколько она хорошо и качественно выполнена, якорям. Такой вот элемент. Компания Amati дает вот такую вот носовую фигуру. Разница заметна. И якоря. Дальше положительный плюс от компании Amati, то что она в набор дает как деревянную подставку, в общем обзоре вы увидите, а также некоторые элементы убранства корабля. И по остеклению у Amati его значительно больше. Здесь при тщательном рассмотре прозрачный элемент мы нашли с очень большим трудом. На этом наш видеообзор мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Также вы можете следить за процессом сборки и оставлять свои комментарии и пожелания на нашем форуме. Ссылочка будет дана в описании. Всем приятной сборки. С вами был магазин Мир Моделей. Всего доброго.